От Пойна-Брашева, где мы отдыхали, до замка Бран 30 минут езды. Ну а раз уж мы в Трансильвании, решили, что пробежимся вокруг замка. Это замок Дракулы. Именно этот факт собирает здесь огромные толпы туристов. Товарищ нас очень хотел к Дракуле. Пробежимся, посмотрим. Не уверена, что будем заходить вовнутрь. За годы путешествий мы посмотрели немало замков, и вид изнутри, как правило, разочаровывает. Но небольшая очередь и любопытство снова взяли верх. Идем вовнутрь. Очередь. Ну, кстати, весьма небольшая. Румыны, надо сказать, красавцы предприимчивые. Поддержка легенды о вампирах обеспечивает бесперебойный турпоток не только в замок Бран, но и в страну в целом. У подножия все как обычно. Куча торговцев со всякими нужными и ненужными штуками. Вот такие чуни мне нужны. Вот такие мне нужны дома ходить. Так, что по ценам? Значит, дети от 0 до 7 в замок проходят бесплатно. Взрослый билет на посещение замка стоит 55 лей или 11 евро. Билет в чудо-туннель, о котором я расскажу чуть позже, стоит 20 лей или 4 евро. И аудиогайд 10 лей или 2 евро. 2 билета на посещение замка и 2 билета на посещение туннеля под замком. В итоге с нас двоих взрослых 150 лей. Голод, блин, собачий. Дракулу, наверное, не любит цветы, хотя красный цвет он любит, значит, и красные цветы любит. И пошли. Замок Бран имел много хозяев, и сразу на входе вас ждет его история, так сказать, в лицах. Возведенный на вершине скалы замок начали строить еще в 13 веке тевтонцы. Это место, расположенное на древнем торговом пути из Трансильвании в столицу Валахии, было выбрано по стратегическим соображениям – оборона и сбор налогов. В те неспокойные времена замком владели то венгры, то валахи, то турки. И поговаривают, что скала под замком изрыта глубокими подземельями, которые всегда были переполнены захваченными пленниками. Как менялось расположение Брана? Изначально в 1400 году он был на территории Трансильвании. Она была независимая, да. Потом в 1600 тоже она была на границе на самом Румынии с Трансильванией. В 1859 завоевали австро-венгры, и только с 1918 года он стал частью Румынии. Многие столетия замок Бран оставался неприступной крепостью. Однако в XIX веке, после утраты контроля над торговыми путями, власти Румынии отдали нуждающийся в реставрации замок местным жителям. А те, в свою очередь, единогласным решением городского совета 1 декабря 1920 года подарили его королеве Марии Румынской, которая пользовалась огромной любовью населения. Так замок стал летней королевской резиденцией. Ступеньки в окно. Спальня. Королева Мария Румынская. Благодаря королеве новую жизнь получил не только замок, но и городок Бран. Жителям были предоставлены рабочие места. Район вокруг замка превратился в английский парк с прудами и чайным домиком. Были построены церковь, казармы, конюшни, гостевой дом. В замок провели воду, подключили электричество и даже установили лифт, так как королева страдала артритом, и ей нужен был легкий доступ из Нижнего парка на верхушку скалы. Это ж почти наш ковер. Смотри, какого гостика на маленькая была. Такая маленькая. Малюсенькая кровать. В середине 20 века замок был передан государству и преобразован в музей. Однако должного ухода крепость не получала, и спасение пришло после возврата замка наследникам королевской семьи. В настоящее время замок принадлежит внукам королевы Марии, эрцгерцогам Марии Магдалене, Елизабет и Доминику Габсбургам. Сейчас мы, видимо, пойдем вон туда. Вся мебель и личные вещи были вывезены в музей. Наследникам пришлось воссоздавать внутреннее убранство бывшей резиденции за собственные средства. Посильную помощь оказывали музеи, граждане Брана и всей Румынии.
Сегодня замок обставлен исходя из возможностей и вкусов владельцев. Все, что мы видим внутри, только декорации. Там Дракулы нет? За канатик. За канатик. А ступеньки вообще огонь. Ты там как? Нормально. Нормаляк, помещаешься? Вроде как раз плотнее для меня. Мне знаешь, что это напомнило? Замки Нойшвальштайн. Вот та лестница, по которой слуги поднимали еду наверх. Да. Как они бедные там вообще не теряли по пути. Библиотека, радостная музыка, мы победили эту лестницу. Ой, моя любимая. Говоря об особенностях архитектуры, напомню, что замок возвышается на скале, которая одновременно выступает фундаментом. Возведен он в форме трапеции и состоит из 4 башен неправильной формы для обороны и наблюдения. Замок имеет 4 уровня, соединяющихся лестницами, а залы и коридоры составляют таинственные лабиринты. Для туристов же открыты 17 комнат с различными средневековыми экспонатами. Вот видишь, забор, старый забор, на стена каменная, видишь? А вот здесь мы находимся в Трансильвании. Когда это были разные страны еще, вот там была Румыния, а здесь уже Трансильвания. Потом позднее Трансильвания стала частью. Имя Дракулы приклеилось к замку только в 20 веке, после того, как князь Тьмы, поселившийся в Бране с легкой руки Брэма Стокера, шагнул из книг в кино. В этой комнате девушки превращаются в вампиров. Сюда заходишь как человек, а выходишь как вампир. Пойдешь? Нет. Давай. А что? Давай. Нет. Прообразом героя послужил Влад III Бессараб, прозванный Цепиш, то есть колосожатель за особую жестокость при расправе с врагами и подданными. Современники считали Влада III тираном и деспотом. Поговаривали, что он был чернокнижником и заключил сделку с темными силами. Его частенько называли Дракул, и именно это прозвище больше всего понравилось Стокеру. Но имя Дракула вовсе не пугающее. Оно происходит от ордена крестоносцев дракона, с которым были связаны Влад Цепиш и его отец. Остальная же часть образа Дракулы произошла от легенд про призраков и вампиров, так широко распространенных по всей Трансильвании. Ну что ж, атмосферненько. И народу капец. Брэм Стокер никогда не был в Румынии и изобразил воображаемый замок графа Дракулы, взяв за основу описанный замок Бран из книги Чарльза Боннера «Трансильвания. Наследие и люди». Персонаж Стокера – трансильванский граф с замком, расположенным на высокой скале, высоко над долиной, с протекающей внизу рекой. Влад Цепиш же был князем с замком, теперь лежащим в руинах в княжестве Валахия. Из этого следует, что Бран никогда не был резиденцией Влада Цепиша, но у него действительно была связь с замком. Осенью 1462 года армия венгерского короля Матиша I захватила Влада Цепиша недалеко от Рукара, и он был доставлен в замок Бран, где и отбывал заключение в течение 2 месяцев, после чего его перевезли и заточили в Вышеградской крепости. Не рекомендуют детям до 14 лет. Но у нас же парень бесстрашный, говорит, пойду. Страшно? Нет. Нет? Ну да, и правда страшнейший. Это не очень так страшно. Смотри, это прям наш хэллоуинский паучок. Признавая, что замок Бран послужил источником вдохновения для Брэма Стокера, организаторы экспозиции посвятили несколько комнат таинственному господарю Трансильвании. Знаете, когда собираешься в гости к Дракуле, то представляешь себе какое-то мрачное помещение, без окон, окутанное паутиной, с висящими летучими мышами и, в конце концов, гробами вместо кроватей. Но, как вы понимаете, никаких признаков вампиризма нам обнаружить не удалось. В этом замке нет ничего зловещего. Скорее наоборот, он пропитан какой-то приятной энергией, теплом и светом. В центре внутреннего дворика расположен таинственный колодец. Тут также не обошлось без легенд. По преданию, он является тайным входом в подземелье. Но тайный ход мы также не нашли. Теперь это скорее колодец желаний, в который с любопытством заглядывают туристы, бросают монетки и фотографируются.
Вот так, все загадали желание. Закончили с замком, пойдем в лифт. И мы поехали. Сейчас будут страшилки, я полагаю, да? Should we press here? No, automatically. Окей. Смотришь? Смог ужасный. Летучая мышь. Туннель времени – новое развлечение в замке Бран. Стоимость билета 20 лей или 4 евро с человека. Посещение туннеля, надо сказать, изрядно подпортило впечатление от замка. Самое интересное – это лифт. Дороговатый, надо сказать, лифт. Никаких сюрпризов, как утверждает девушка в билетной кассе, вас не ждет. Туннель весьма короткий, на стенах развешаны экраны, с которых смотрят и иногда вам подмигивают бывшие обитатели замка. Познавательные или развлекательные ценности, так сказать, шоу не несет совсем. В туннеле можно сделать снимок в окружении бывших жильцов, но снимок в стоимость билета не входит. Чтобы его распечатать, придется еще потратить 10 лей. Ну как тебе? Как тебе туннель? Ребят, в туннеле вообще, не знаю, 20 метров, наверное. Не ходите туда, оно того не стоит. Ну и на выходе, естественно,